Сегодня в третий раз будем переделывать ключ и, наверное, уже в последний. Правда, переделка будет совершенно по другому принципу. Приветствую вас на канале Левша. В отличие от родителей, я живу в квартире, и у нас в подъезде всегда светло. А вот в частном доме не каждый устанавливает автоматическое включение света при приближении хозяина, и поэтому ищут замочную скважину, прищурившись. Возможно, вы уже догадались, я решил сделать ключ со встроенным фонариком. Удобно такое решение или нет, покажет практика, но зато на связке ключей всегда будет маленький фонарик. Первое, что нужно сделать, это строго по центру просверлить тонкое длинное отверстие через весь ключ. Кстати, на Алике есть готовый фонарик в виде ключа, да и много других вариантов для тех, кто не хочет заморачиваться с изготовлением. Я часто покупаю на этом сайте различные расходники, и ни разу не было проблем с получением товара. А все потому, что у меня установлено расширение помощник AliExpress Helper, который рекомендую и вам. Работает все очень просто. На странице товара появляется плавающая панель с полезными подсказками и информацией о товаре и продавце. В первой вкладке видим рекомендации и рейтинг доверия к продавцу. Сразу можно сделать вывод, стоит заказывать у него или нет. Дальше очень важный раздел «Динамика изменения цены». Для чего он нужен? Многие продавцы в преддверии акции и распродаж повышают и сразу же опускают цену, создавая ложную скидку. А здесь можно посмотреть, как менялась цена за последние несколько недель и не хотят ли китайцы нас обмануть. Это максимально полезная функция, которая будет весьма кстати во время глобальной распродажи 11.11. Тут же понравившийся товар можно добавить в избранное. Когда он подешевеет, Helper пришлет уведомление, и вы сможете сэкономить. И последняя, но не по значимости вкладка «Похожие товары». Согласитесь, очень удобно мгновенно получать альтернативные варианты дешевле и от более надежных продавцов. А для любителей шопинга на Али со смартфона есть удобное Android-приложение со всем функционалом. Переходите по ссылкам в описании, устанавливайте Али помощник на компьютер или смартфон и покупайте на AliExpress безопасно и экономно. Отверстия пришлось сверлить навстречу друг другу с двух сторон, поскольку даже удлиненного сверла недостаточно. Диаметр делаем минимальный, всего 1 мм, чтобы не нарушить прочность ключа. Запитывать фонарик будем от самого маленького аккумулятора, который я нашел, на 100 мАч. Корпус сделаем из магниевой пластины, она хорошо обрабатывается, довольно прочная и легкая. Сегодня по просьбе трудящихся ЧПУ станок не буду использовать, поэтому решил пластину раскроить при помощи лобзика. Получились две вот такие не совсем ровные части будущего корпуса. Зажимаем их в тиски и выровняем одну сторону. Отмечаем центр и сверлим неглубокое отверстие. Здесь будет размещаться наша заготовка ключа. Основные направляющие теперь есть, далее нужно спрятать силовую часть ключа. Этот оставшийся выступ на ключе примет на себя всю нагрузку при открывании и закрывании замка. Все углубления сегодня будем фрезеровать ручным грайвером. Конечно, получается не так качественно, как на ЧПУ станке, но это же внутренняя часть, поэтому видно не будет. Изначально вместе с аккумулятором я планировал разместить и плату контроля заряда. Но когда стал делать все необходимые выемки, понял, что места слишком мало. А поскольку корпус в размерах увеличивать не хочется, плату переместим в блок питания. Магний хорошо обрабатывается. Правда, если это делать мелкими фрезами, то уйдет довольно много времени. Поэтому на больших участках фрезы меняем на более крупные. Ну и естественно никаких точных разметок, а по старинке, все на глаз. Нас с вами уже больше 900 тысяч, что очень приятно. И я обещал вам розыгрыш призов. Розыгрыш будет в следующем видео, просто к этому я не успел подготовиться.
В общем, как и обещал, со следующим выпуском будем разыгрывать 3 приза. В одной крышке делаем углубление под аккумулятор больше, а в другой меньше, потому что в ней еще нужно разместить кнопку. Не стал сильно заморачиваться, делать под микропереключатель точную выемку, а просто его приклеим. Двухкомпонентный клей быстро твердеет, и потом его можно обрабатывать также фрезами. Ключ в руке должно быть удобно держать, поэтому обе половинки делаем как можно тоньше. Здесь опять же справился бы быстро ЧПУ фрезер, но сегодня будем фрезеровать на сверлильном станке. Конечно, вы скорее всего напишите про технику безопасности, и поэтому сильно нервным просьба не повторять. Далее размечаем места, где будем сверлить отверстия для крепления крышек. Первые 2 отверстия делаем в качестве центровочных, а потом сделаем еще 2. Винты возьмем специфические М1.4, и здесь как раз пригодится тот самый станок. Ранее было справедливо отмечено, что таким станком большое количество отверстий не обработаешь, потому что устанут пальцы. Но для этих случаев есть станки ЧПУ. Поскольку все друг к другу подошло, можно обрабатывать остальные 3 стороны. Визуально особых перекосов не наблюдается, и сверлим остальные 2 отверстия под винты крепления. Теперь можно все лишнее сточить и обработать грани для придания нужной формы. В общем, даже не имея ЧПУ станка, можно относительно ровно обрабатывать детали. Теперь нужно сделать углубление для фиксации USB разъема. Здесь ошибаться лучше не стоит, потому что это видимая сторона. После того, как крышки подогнаны, нужно заняться паяльными работами. Самое сложное — это впаять SMD светодиод, потому что очень мало места. Сделаем герметичную защиту из клея. Остались, конечно, небольшие пузырьки воздуха, но они не помешают. Проверяем, чтобы ничего не замыкало, и пока твердеет клей, будем паять дальше. Разъем возьмем с той же платы контроля заряда. Также к плюсу припаиваем токоограничивающий резистор. Чтобы он не замкнул на корпус, наденем термоусадку. Минусовой провод припаяем прямо к самому ключу. Далее собираем все вместе и проверяем, ничего ли не замыкает. Поскольку вручную идеально подогнать ключ под посадочное место не получится, просто подмажем его клеем. Конечно, габариты его чуть-чуть увеличились, но думаю, при желании следующий можно сделать еще более компактно. По одному ключ никто не носит, поэтому нужно сбоку сделать небольшое крепление для связки ключей. Ну и куда же без латуни, еще нужно сделать кнопку включения.
Она никак не фиксируется на своем месте, а просто приклеим ее автомобильной самоклеющейся пленкой, которая к тому же дополнительно послужит влагозащитой. В общем, ключ готов к испытаниям и можно запускать в космос. Самое главное, что практически не изменились габариты, не пострадал вес и добавились новые возможности. Видео яркость не передаст точно, но ее более чем достаточно для такого размера. При потреблении светодиодом 30 мАч аккумулятора должно хватить примерно на 3 часа непрерывной работы. Оплату контроля заряда, как я и говорил, спрячем в зарядном устройстве. В общем, если вам понравилось видео, значит вам понравилось видео. Пока-пока.